Мужчины, здравствуйте! Всем привет! Меня зовут Алла, и сегодня смотрим общий расклад на тему «Какое решение приняла загаданная женщина?». Кто у меня впервые на канале, подписываемся на мой канал, ставим этому видео лайк, пишем комментарии. И сейчас выбирайте варианты. Это будет первый, это будет второй. Так. Какое решение приняла женщина в первом варианте? Что, в принципе, происходит на сейчас в первом варианте? Какие энергии? Какие желания? Так, ну что? Первый вариант пока здесь подзастрял. Здесь женщина ждет какого-то действия от вас. Здесь в первом варианте речь пойдет о том, что сначала женщина хочет на что-то посмотреть с вашей стороны. Вот как будто она от вас ожидает. Либо это будет какой-то звонок от вас, либо смс-ка. Может быть, скоро уже 8 марта, и она ждет вот подарок, либо цветы, и это для нее будет вот каким-то символом чего-то. Для нее это будет как какой-то звоночек. Знаете, в первом варианте такое ощущение, что женщина на сейчас, она вот как бы сама с собой договорилась примерно про то, что вот я посмотрю на то, как он себя будет вести. И в зависимости от того, как он себя будет вести, вот я приму решение. На сейчас женщина все-таки в 4 мечей. То есть это про то, что человек занял позицию выжидания. Это, ребят, не манипуляция. Карты на манипуляции не выпали. Карты больше выпали про то, что человек для себя решил, что больше никаких решений, никаких действий предпринимать она не будет. То есть она будет уже смотреть на ваше поведение. То есть если вы будете хоть как-то там шевелиться, хоть как-то активничать, для нее это будет уже как признак того, что в эти отношения стоит хотя бы смотреть в ту сторону. Если же вы тут, давайте посмотрим, если вы тут ничего не будете делать, то что будет? Ну, она вас посчитает эгоистом. Она посчитает, что вы решили ее продавить, что вы решили навязать своим молчанием, своим бездействием какие-то ей правила, какие-то там, не знаю, ваши договоренности, с которыми она не согласна. То есть, если вы будете молчать и никак не подавать никаких сигналов о том, что вы хотите с ней общаться, женщина здесь придет к решению, что вы эгоист, что вы думаете только про себя, что вы пытаетесь ее продавить, вы пытаетесь ее заставить на какое-то действие, типа, знаете, как вынудить ее своим молчанием, своим бездействием активничать в вашу сторону. Здесь, видимо, уже такое было несколько раз, потому что расклад говорит про то, что женщина уже знает. Вот она уже знает про это, и она уже как бы не хочет больше на это включаться. То есть для нее как бы уже вот такое ваше поведение, оно знакомо. Да, 10 жезлов. Секунду, это свою кошку прогоняла. На чем я остановилась? На том, что для нее это уже как бы поведение, которое знакомо и которое она уже больше терпеть не может. То есть 10 жезлов это про то, что это очень для нее тяжело, это уже для нее невозможно. Это про то, что типа как бы вот все компромиссы, на которые она шла, это ни к чему не привело. Здесь очень похоже на то, что вы могли ее игнорировать, как-то с ней играться, вы могли там молчать, либо куда-то пропадать. Ну, то есть как-то давать ей понять, что
она для вас как бы там не на первом месте, и вы там не будете ее сильно как-то ждать, подстраиваться под нее и так далее. Поэтому женщина, она уже это поняла. Она поняла ваше поведение, она поняла ваш стиль общения с ней. И на сейчас давайте спросим, это больше про упрямство с ее стороны или это больше про усталость? А вы знаете, 50 на 50. Это и про упрямство, типа, да сколько можно в конце концов так со мной себя вести. И это уже про усталость, про то, что, ну, как бы здесь человек уже выдохся. Видимо, эти отношения у вас достаточно длительные, то есть здесь не про месяцы идет речь, здесь идет отношения про годы. И по этой причине здесь, отвечая на вопрос ее действий, что она будет дальше делать, она делает внутри себя. Знаете, как бы вот есть уровень внешнего мира, это действие, а есть уровень внутреннего мира, это как бы вот ощущения, мысли человека. Так вот, на уровне внешнего мира она ничего делать не будет, потому что она считает, что вот все ее поступки, которые она совершала для вас, для ваших отношений, либо вы их как-то неправильно интерпретировали, либо вы это пресекали, либо вы ее игнорировали. Ну, то есть женщине кажется, что вы несправедливо как-то в прошлом вели себя по отношению к ее инициативам. Поэтому на сейчас здесь она больше разбирается со своими внутренними мыслями, то есть со своим внутренним миром. Она сейчас больше думает о том, насколько она готова остаться без вас, насколько она готова, вот если вы никак не проявитесь, например, на то же 8 марта, да, насколько она готова поставить жирную точку на ваших отношениях. Поэтому на сейчас это больше, как знаете, прощупывание самой себя, насколько она готова отказаться от этих отношений. Насколько ты готова отказаться? Ребят, знаете, здесь про то, что женщине кажется, что вы ее недооцениваете и вы с ней играетесь. Поэтому здесь про то, что вот если вы никак вообще не будете проявляться, будете просто молчать и ждать от нее каких-то действий, она здесь придет к решению, что все-таки вы в очередной раз ею манипулируете, и вот тут действительно, как бы ей тут не было больно вас отрывать от себя, здесь женщина вас отпустит окончательно. Да, здесь женщина к вам привязана, да, здесь есть к вам чувства, но, видимо, вот знаете, настала вот эта красная черта, когда человек понимает, что дальше этой красной черты она уже не пойдет. Поэтому те, кто узнали себя в этом общем раскладе, здесь нужно, чтобы мужчина проявился к женщине без манипуляций и без каких-то проверок. То есть, если она вам нужна, то просто выходите на связь. Расклад общий, поэтому ничего больше я вам тут не скажу, потому что у каждого из вас тут своя какая-то история, своя индивидуальная женщина, и у каждого тут свой характер, свой опыт и так далее. Поэтому тут сами решайте. Выходить, не выходить на связь, как хотите. Так, кто себя узнал, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Кому нужна помощь, обращайтесь за личным гаданием. А мы переходим ко второму варианту. И здесь 9 жезлов. Так, как же тут женщина будет проявляться? Ну, пока здесь карта страха. Здесь женщина сидит, думает. Думает про будущее. Как-то вот смотрите, вот уже начинается расклад. Видите? Как-то так себе. Вы, видимо, сейчас вообще не общаетесь. Видимо, нет совсем сейчас никакого общения. Причем у кого-то здесь такое, что вы можете несколько лет даже не общаться. И расклад подойдет для тех, вот, кто сидит и думает, выйдет ли она вообще когда-нибудь, в принципе, на связь. Парадокс, знаете, в чем? В том, что женщина здесь точно так же иногда думает о том, а выйдете ли вы когда-нибудь на связь. Знаете, вот я сколько делаю личные расклады, меня все время удивляют люди, вот, которые на личных консультациях говорят о том, что я жду. А чего ты ждешь? Ну, то есть ты принимаешь уже решение. Либо ты видишь, что человек там не выходит на связь, значит, все, ставь точку внутри себя, открывайся уже новой жизни, иди в новое.
Либо, если ты не готов или не готова идти в новое, ну так тогда сам что-то делай. Ну окей, не идет этот человек тебе навстречу, там, по глупости, за упрямство, из-за чего угодно, из-за обид. Ну то есть делай выбор. Иди тогда сам или сама в эти отношения. А у большинства людей, я так смотрю, что никакого нет решения. И активничать не хочу, потому что вот у меня тут корона на голове, и в новое идти не хочу, или в новое пойду, но все равно как бы я сижу и жду, а вдруг появится. Но вот второй вариант про это. А что вы ждете? Что проявится? Зачем проявится, если тут уже прошло очень много лет? И здесь очень много времени прошло, когда... Да, вы тут уже в отшельниках давно-давно сидите. То есть тут и женщина, смотрите, сидит, ждет. И вы тут сидите, ждете. И вот у меня тут возникает вопрос по раскладу. А чего вы ждете? На что вы рассчитываете? На какие-то иллюзии? На что? Второй вариант исключительно про иллюзии. Это, знаете, как вы сидите такой на огороде, посадили помидор и ждете, когда же из помидора вырастет береза. Как вы считаете, из помидора вырастет береза когда-нибудь? От того, что вы там будете сидеть, не знаю, целый месяц, не вставая с места, помидор превратится в березу или нет? Думаю, что нет. Поэтому второй вариант про то, что здесь и женщина, и мужчина, здесь они оба два сапога пара. Здесь люди просто фантазируют про то, что авось когда-нибудь что-то произойдет, и он выйдет на связь. А он думает, она выйдет на связь. И вот тут какие-то фантазии по поводу того, что мы еще можем быть вместе счастливы. И хочется сказать, ребята, ау, просыпаемся. О чем вы? Да если тут никто ничего не будет делать, ничего тут не будет. То есть тут либо действительно идите в новое и не морочьте голову сами себе. Либо разбирайтесь с этими отношениями, которые у вас зависли. Тут отношения, которые конкретно зависли. У кого-то тут может быть такое, что вы годами сидите и ждете. Год прошел, вы ждете. 2 года прошло, вы ждете. Кто-то кого-то какой-то картинкой поздравил там на Новый год, и для вас это надежда. Авось между нами еще что-то есть. Знаете, если бы вам было лет 15, я бы еще тут расклад поняла. Но так как меня смотрят взрослые люди, то тут вопрос, почему вы сидите в этих иллюзиях, чего вы ждете, на что вы надеетесь. Людям, когда нужны отношения, они что-то делают для этого. Когда им нужны просто фантазии, то они плывут по течению и надеются на что-то. Вот здесь такая женщина. И, собственно говоря, здесь и мужчина такой же. Так, что тут вообще в принципе может быть? Ребят, да вы тут можете сидеть вот в своих вот этих иллюзиях и фантазиях, да хоть до старости лет, понимаете? Вот второй вариант – это про отношения, когда люди просто какие-то садомазохисты. Это отношения, знаете, вернее, это даже нельзя назвать отношениями. Это какая-то такая ментальная зависимость. Кто-то зависим от наркотиков, кто-то зависим от алкоголя, кто-то зависим от ожиданий и от иллюзий. Вот в данном случае здесь зависимость от иллюзий. То есть люди вместо того, чтобы жить, чтобы строить отношения, неважно, эти либо другие, люди просто зависают в каких-то своих старых прошлых воспоминаниях. Это как, не знаю, закрытие в каком-то старом пыльном чулане и сидеть ждать, когда же тебя из этого чулана кто-то вытащит. Не, ребят, второй вариант здесь дохлый. Здесь женщина неподъемная абсолютно. Здесь женщина просто фантазирует, авось когда-нибудь что-то само как-то там проявится. Знаете, как в сказке. Придет мой белый принц на белом коне, постучится в дверь, заберет меня прекрасно далеко. Поэтому, ребят, те, кто узнал себя, тут может быть все что угодно. Это может быть ваша любовница, с которой вы вот это годами туда-сюда качаетесь, никак не можете ни сойтись, ни разойтись. Встречаетесь раз в 2 года, потом расходитесь и опять вот это фантазируете насчет друг друга.
Здесь может быть какая-то любовь там с юности, например, когда вы там еще в 25 лет влюбились друг в друга, потом расстались, потом построили семьи, иногда там видитесь и дальше продолжаете фантазировать, а вдруг когда-нибудь я разведусь со своей женой, либо со своим мужем, и вот мы можем когда-нибудь еще в будущем сойтись вместе. Ну, конечно, хочется сказать, ребята, просыпаемся. Тот, кто хочет, тот для этого делает все необходимое. А тот, кто хочет просто фантазировать и мечтать, вот тот сейчас как раз и чувствует, что это его второй вариант, потому что здесь вот как раз про таких, знаете, как вот эти игрушки, знаете, с длинными носами, как они называются, ждуны. Вот второй вариант это чисто про ждунов. Поэтому если вам нравится быть ждунами, ну, это выбор ваш. Все, двойки. Вот такой был ваш вариант. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Кому нужна помощь, подсказки, личное гадание, обращайтесь ко мне. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram.